Всем привет, с вами Фрост. И как вы все прекрасно знаете, разработчики последний год у нас любят каждый патч апать и нерфить оперативников, называя это все ребалансом. Конечно, чаще всего они нерфят, превращая оперативников в неиграбельное г***. И поэтому многие мои видео по прокачкам оперативников уже устарели, и поэтому нужно обновить. В этом видео собрал оперативников, у которых менялась прокачка, и чтобы вы знали, как что правильно перепрокачивать. По навыкам я говорить не буду, потому что про навыки я делал отдельное видео, можете посмотреть его по подсказке в верхнем углу. Там я подробно рассказывал, на какие классы, какие навыки брать, на каких оперативников, которые входят в категорию исключений, тоже какие навыки брать. И все это я рассказал в том видео. Поэтому, если кто не видел, заходите и смотрите. А в этом видео я буду говорить именно про прокачку оперативников, потому что у некоторых она действительно менялась. А перед тем, как я начну, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии, чтобы алгоритмы YouTube лучше продвигали мой канал другим пользователям. Также в нашей игре идет реферальная программа. Если вы новичок или хотите создать твинг, используйте мой реферальный код, который есть в описании под этим видео. Получайте дополнительные награды при прокачке аккаунта. Также у нас до сих пор еще идет набор в клан. Если вы подходите по параметрам и еще не вступили в клан, то давайте заявку, мы рассмотрим. А теперь к теме видео. Список оперативников у нас очень большой. Когда я собирал этот список, я понял, что примерно половине оперативников в нашей игре разработчики меняли прокачку. И поэтому видео это, скорее всего, получится длинным. Как всегда, тайм-коды будут в описании. И начинаем со штурмовика Волка. После последнего видео по прокачке Волка, ему несколько раз меняли прокачку, и поэтому прокачка Волка теперь выглядит так. На 6-м уровне прокачивайте ускорение перезарядки во время действия способности, на 10-м уровне увеличение дальности стрельбы под способностью, и на 15-м уровне защита от оглушения под способностью. Но вот эти вот улучшения менялись. И теперь нужно перепрокачивать Волка именно так вот. Забыл, кстати, сказать про 5-й уровень. На 5-м уровне прокачивайте уменьшение количества расходников на ускорение скорости применения. Потому что расходников много, и даже с такой прокачкой вам их будет всегда хватать. Кстати, забыл еще сказать в начале видео, я буду кратко рассматривать прокачку, потому что если я буду долго размусоливать, как я обычно делаю, видео получится очень длинным. Поэтому буду говорить только про те изменения в прокачке, которые разработчики делали. То, что было раньше, упоминать практически не буду. Следующий оперативник — это Алмаз. Ему тоже несколько раз меняли прокачку. И поэтому на 2-м уровне прокачивайте верхнее улучшение — это снижение задержки на восстановление щита. На 6-м уровне, по аналогии как и с Волком, прокачивайте уменьшение количества расходников на ускорение применения. Ему также будет хватать. На 8-м уровне прокачивайте увеличение базового количества шприцов на 1 единицу, что с навыком на дополнительные шприцы у Алмаза их будет 6. А не 4, как это было раньше, потому что и навык капнули, и Алмазу еще добавили улучшение. На 10-м уровне прокачивайте нижнее улучшение — это ускорение реанимации союзника, пока вы ползаете, что вы в теории можете даже несколько союзников поднять, пока у вас идет отсчет 10 секунд, пока вы можете ползать. У Алмаза это все. Переходим к следующему оперативнику. Следующий — это Медик Дед. На 2-м уровне, по аналогии как и с другими оперативниками Вымпел, прокачиваем тоже улучшение на снижение количества расходников. И у Деда на 15-м уровне перепрокачиваем улучшение 15-е центральное, чтобы он мог снимать все негативные эффекты с ваших союзников. Что если ваш союзник загорелся, либо на нем замедление от какого-нибудь сержанта, вы это можете легко снять с помощью применения на него способности. Потому что Деду дали такую возможность снимать негативные эффекты с союзников. Следующий — это Снайпер-стрелок. Единственное, что ему нужно перепрокачать, это на 5-м уровне улучшение, опять же, с расходниками. Остальное ему что меняли, там что-то апали, все равно это никак на него не повлияло. Стрелок как был одним из самых худших снайперов игры, так и остался. Следующий — штурмовик Перун. Опять же, после последнего видео ему изменяли немного прокачку и изменяли конкретно 13-й уровень. По сути, тут оба улучшения так себе. Либо вы прокачиваете контактную гранату, которая взрывается при контакте с поверхностью, либо с ботом, и уменьшаете себе боекомплект. Либо при оглушении вам восстанавливается выносливость. Что одно бесполезно и не нужно, что второе вредит балансу. Что тут, по сути, что не качай, все плохо. И я поэтому выбрал лучше второй вариант на восстановление выносливости, хоть это и тоже негативно будет влиять на баланс. Следующий оперативник — это Сварог.
Не так давно Сварогу добавили в прокачку одну очень важную и полезную вещь. Это на 7-м уровне. Увеличение урона на 50% по укрытиям. Что вы прекрасно знаете, у Сварога такой гранатомет, что он не может ни одну стену вынести каменную, потому что у нее не хватает урона. Прокачав вот это улучшение, вы сможете пробивать абсолютно любую стену в нашей игре, а также взрывать машины с одного выстрела. И вам не придется по несколько раз стрелять. Что это, кстати, было добавлено до того, как сделали в 2 раза больше урона от взрывов ботом. То по ботам сейчас этот гранатомет наносит 160 урона, что по-прежнему мало. Этот гранатомет один из слабых в нашей игре вообще. Следующий медик — это травник. У него, конечно, значительных изменений не было, у него больше по навыкам изменения. А так самое основное на 12 уровне. Самолечение прокачивать на травнике бесполезно, потому что вы все равно от аптечки играете, тем более это самолечение, оно плохо работает, и все равно его недостаточно. Поэтому лучше прокачать ускоренное лечение союзников, это 12-я верхняя. Следующий оперативник — это поддержка Кит. В принципе, по самой прокачке у Кита ничего не менялось за все время, но в патче 0.21.1 в нашей игре появилась статистика. И поэтому, чтобы не портить себе статистику, нужно кое-что перепрокачать. На 7-м уровне оставляете как и есть, потому что вот это улучшение, оно не влияет никак на ваше лечение. Вы просто стоите с увеличенным ХП от флага. И вам это в статистику лечения не записывает. А вот на 12 уровне записывает еще как. Поэтому придется перепрокачать на 12 верхней. Это ускорение восстановления выносливости вашим союзникам. Хоть это тоже вредит балансу, но поскольку тут выбора нормального нет, придется прокачать это. Остальное оставляете как есть. Дальше медик-травник. После того, как я делал на него видео по прокачке, травнику добавили одно интересное улучшение на 9 уровень верхнее. Это когда вы ползаете, вы можете скинуть капсулу и вылечить союзника. Это нужно обязательно прокачивать, чтобы, если даже вас убили, вы могли вылечить вашего союзника, чтобы он мог подойти и вас реанимировать, а не умер. Потому что вот это улучшение, оно действительно очень часто спасает. Я помню, какое-то время раньше у травника была такая особенность, потом ее убрали зачем-то, если я, конечно, правильно помню, потом опять ввели. И это нужно обязательно качать. Также на 12 уровне прокачиваете вместо увеличения урона от отравления капкан. Потому что, опять же, вы медик, вы должны лечить союзников, а не урон по ботам настреливать. И поэтому, если вдруг какого-то бота вы сможете кинуть капсулу, то лучше его остановить, чем дамажить. Штурмовик Кошмар. Как все прекрасно помните, после последнего обновления 0.2.4 в нашей игре разработчики начали разделять ТТХ. Наконец-то, не прошло и года, как говорится. И теперь от взрывов, от горений, от кровотечения, от огня боты получают в 2 раза больше урона, чем раньше. Поэтому есть смысл перепрокачать Кошмара, потому что у него газ. Газ — это и так ситуативное спецсредство. И плюсы у Кошмара был маленький радиус. И чтобы не всегда получилось всех ботов захватить, чтобы они травились газом. Теперь будем прокачивать Кошмара на увеличение радиуса. Но если вы прокачаете 6 и 9 улучшение на радиус, у вас радиус газа будет на 1 метр больше, что очень сильно сыграет. И будет проще травить ботов. Потому что вот этот урон, в принципе, качать, можно, конечно. Но лучше, конечно, прокачать радиус, потому что даже с таким улучшением боты все равно будут травиться очень жестко. А конкретно на 26 единиц хп в секунду. И этого достаточно. А вот радиуса не хватало, поэтому делайте вот такую прокачку. То же самое и с Пророком. У Пророка идентичная система, что и у Кошмара. У него ровно такие же характеристики по радиусу были, это 3,5 метра. И тоже их не хватало, поэтому также вместо урона прокачиваем радиус, чтобы он стал 4,5 метра. И урон от газа у Пророка будет 32 единицы, что по-прежнему очень много. И будет хватать, чтобы убивать всех ботов. И причем убивать быстро. Медик Микола. Тоже не так давно разработчики решили его апнуть. Ему дали возможность ставить несколько аптечек одновременно, а не как раньше только одну. И плюс увеличили количество медикаментов в стоке, чтобы Микола лучше лечил, и поэтому у него прокачка теперь меняется. И на 15 уровне теперь нет никакого смысла брать возможность подбирать ваши аптечки. И поэтому лучше прокачать увеличение количества медикаментов. Потому что пока эти медикаменты будут расходоваться, в большинстве случаев у вас будет готова следующая аптечка. И вы ее сможете поставить. Снайпер-стилет. Я его тоже решил включить в этот список, хоть у него особо сильно ничего не менялось. Ему там на 8 уровень добавили какое-то беспонтовое улучшение на уменьшение урона и снижение отдачи, что это особо нафиг не надо, поэтому оставляйте как и есть бронебойные пули на увеличение урона наоборот. Это 8-я верхняя. Остальное остается как и раньше, как вы все видите на экране, все, какая прокачка теперь. Следующий медик Монг. После последнего моего видео прошло куча времени, конечно, но его очень хорошо апнули. Ему и базовое лечение апнули, что он теперь лучше стал лечить. И на 11 уровень добавили улучшение, которое еще увеличивает лечение и снижает восстановление способности одновременно.
И поэтому вкачивайте это улучшение, и Монг, в принципе, с такими характеристиками превращается в очень хорошего медика. Конечно, да, в нынешней спецоперации он тоже плохо успевает лечить, и он слабо годится на спецоперацию. Но хотя бы на карту больницы его брать можно, где нужны медики с дымом. Штурмовик Слай. После последнего моего видео, опять же, разработчики несколько раз нерфили этого оперативника, потому что PvP-шные ныли, потому что они не могут против Сла играть. Но дело не в этом. Прокачку мы меняем по другой причине. Прокачку мы меняем опять же из-за статистики. 12 улучшение. Если раньше вы прокачивали, что с дробовика, когда вы убиваете, вы лечитесь, то теперь вам это будет записываться в статистику и портить ее. И поэтому, чтобы не портить стату, прокачиваем 12 нижний уровень, что тоже, кстати, очень полезно. Что на того бота, с которого вы пи***те облик, он получает подсвет. Что, например, вы если взяли облик с офицера-пулеметчика, и офицер-пулеметчик будет находиться в подсвете. Тоже полезная штука. Вместо улучшения, которое будет портить вашу статистику. Дальше снайпер Арчер. По аналогии, как и с поляками, я посчитал то, что урон газа ему лучше не прокачивать. Потому что у него и так, в принципе, урон газа неплохой. А лучше всего прокачать длительность действия гранаты на 9 уровне, как вы видите, прокачано. Так будет все-таки лучше, что больше ботов будут попадать в газ и будут травиться. Потому что на некоторых картах газовые гранаты нужны, особенно вот на торговом центре, после того, как разработчики его испортили. Там много ботов прет, и поэтому чем больше ботов зайдет в газ и будет травиться, тем лучше. И поэтому я посчитал, что длительность лучше будет качать. И также на 8 уровне мы перепрокачиваем способность. То же самое, что я говорил про увеличение урона x2 от взрывов. Если вы прокачаете это улучшение, да, у вас длительность способности будет меньше, но вы сможете ваншотить большинство ботов в нашей игре, если вы им под ноги будете точно попадать. Стрелков, бойцов, снайперов, гранатометчиков, химиков вы будете взрывом убивать. Потому что урон у вас будет больше. Потому что теперь x2 урона по ботам идет от взрыва. Поддержка Тауэр. Когда только этот оперативник появился в игре, у него была другая прокачка, потому что после этого разработчики его апали. Потому что этот оперативник, хоть и самый сильный оперативник подразделения этого, но среди поддержек он такой, ну не сказать, что плохой, и не сказать, что имба. Можно сказать, средний оперативник. Поэтому разработчики его апали. Плюс еще была введена статистика. И, короче, теперь прокачка выглядит вот так. Самое главное, что вам нужно перепрокачать, это на 11 уровне. Центральное улучшение нужно вкачать, чтобы увеличить бронепробитие и урон спецсредства. Потому что спецсредство Тауэра всегда славилось плохим уроном, что она не убивала вообще почти никого. Теперь с этим улучшением вы будете и больше урона наносить, и даже в зачистке кого-то убивать с него сможете. Медик Спарк. Хоть его никак и не меняли после последнего моего видео, но в последнем моем видео прокачка у него была чуть-чуть неправильная. По одной простой причине, просто потому что оперативник только появился, и я не успел на нем много наиграть. И после того, как я на нем много наиграл, я понял, что Спарк это один из лидеров по затрату выносливости на способности. Тем более в последнем патче разработчики частично понерфили навык свежей силы, он теперь на 30% больше выносливости забирает на лечение. И поэтому прокачку Спарка нужно делать именно вот такой, как вы видите себя на экране. И на 9 уровне прокачать увеличение базового количества расходников. Потому что именно на Спарке их не хватает, и стимуляторы заканчиваются. Снайпер Белл. Тоже многострадальный снайпер. Один из худших снайперов этой игры. И его пытались все-таки апать разработчики, но все равно недостаточно. Он по-прежнему г***но. Но прокачка у него поменялась, потому что тогда, когда он появился, автоматическая стрельба вообще у него была непригодна. И приходилось ставить прокачку burst режимом. Это на 2 уровне улучшения включать приходилось. Потом ему разработчики наконец решили апнуть отдачу. И отдача теперь у него стала меньше. И поэтому вы burst режим отключаете на 2 уровне. У вас именно вот так должна выглядеть эта кнопка, что она должна быть не обведена, не нажата. На 7 уровне прокачивайте центральное улучшение на снижение отдачи. И играйте на автоматической стрельбе. Чтобы у вас была все-таки возможность какая-то на большое расстояние по одной пуле стрелять. Да, вы будете это плохо делать, потому что он плохо убивает. Дальности нету, пробития нет, урона нормального нет. Но все равно вы сможете по одной пуле стрелять и хотя бы кого-то убивать. А burst режимом вы не будете нормально попадать на большие расстояния. И, кстати, сейчас халявщикам раздали этих всех оперативников САС. И в рандоме, мягко говоря, играть с ними не очень приятно. Теперь переходим к французам, которых меняли после последнего патча. Им полностью меняли прокачку, как и в Импелом. Я, кстати, заметил такую тенденцию, то, что разработчики полностью меняют прокачки определенным оперативникам. И я думаю, они большинство оперативников так будут делать и дальше. Сначала в Импелом прокачку решили поменять кардинально, а теперь французам.
И хоть и у авангарда были определенные изменения, там по способности что-то попытались ему сделать, но это особо ничего не дало, и все оставляем как есть, кроме гранаты. На 14 уровне прокачиваем третье улучшение нижнее, вместо увеличения боекомплекта. Да, у вас будет меньше гранат, но они будут больше наносить урона, будут взрываться при контакте с поверхностью, с ботами, конечно, что мне не очень нравится, но, к сожалению, это никак не убрать. Но, как и говорил до этого, самое главное — это урон. А, и да, забыл сказать, еще они будут замедление вместо глушения накладывать. Но это, в принципе, не важно. Важно именно урон от газа. Вчера я, кстати, на стриме тестировал авангарды. Гранаты они просто разрывают теперь. С таким уроном в 36 единиц в секунду. И на некоторых картах маленьких авангардов, в принципе, можно брать, и он с этим газом нормально играется. Но по-прежнему по стрельбе оперативник остался так себе. Хоть ему апнули дальность стрельбы, все равно этого мало. Нужно делать больше. Дальше Бастион. Сразу хочу сказать, что не рекомендую на этом куске играть, потому что его понерфили в этом патче. Я тестировал его на стриме, это просто невменяемое ******. Поэтому, если вы его не прокачали, либо Калибр Плюс купите, либо через боль, страдания прокачиваете и забываете про него. Потому что это просто кусок дерьма неиграбельного. И то, что вот если я прокачку менял, это вообще ему ничего не помогает. 9 уровень меняется, чтобы вы могли на союзников снижение урона накладывать, пока вы под обилкой стоите. На 14 уровне скорость передвижения пешком увеличиваете. И на последнем уровне защиту от взрывов тоже делаете. Но все равно это ему не поможет. Главная проблема Бастиона всегда была это в стрельбе, в его плохом уроне и точности, которые сделали еще хуже. Поэтому никому не рекомендую на этом куске играть. Это, наверное, один из худших оперативников игры сейчас. Медик Велюр. На мое удивление, в последнем патче разработчики решили его неплохо апнуть. По-прежнему он все равно туго играется в спецоперации из-за своего долгого восстановления способности. Потому что 14 секунд в сегодняшней спецоперации это все равно много. Но ему добавили несколько полезных улучшений, которые делают этого медика еще сильнее. И в теории, если вы играете командой из 3 из 4 человек, вы можете его брать и спокойно, в принципе, играть. Но опять же, не на всех картах. На 11 уровне, по аналогии как с Шатцем и Караваем, вы можете скинуть сумку, пока вы ползаете. Это тоже очень важно, чтобы союзники могли лечиться, если вы даже умерли. И самое главное, это 15 уровень. В радиусе 5 метров. Если кто-то из союзников, либо вы, поднимает аптечку, все ваши союзники вокруг лечатся тоже, до 49 хп. Хоть это улучшение забирает 7 очков лечения, но вы получаете массовое лечение. Что это улучшение также хорошо работает и с 11. Если вы, например, умерли, рядом с вашими союзниками скидываете им сумку. Союзник один подбирает эту сумку, лечит всех союзников вокруг и поднимает вас еще. Вы потом возрождаетесь, лечитесь об сумку сами и лечите еще своих союзников таким способом, что вы можете лечить союзников, чисто подбирая сами аптечки. Только бесконечно вы это делать не сможете, потому что когда вы получите дополнительную броню, вы дальше не сможете аптечку взять. Но все равно это улучшение достаточно сильное и очень хорошо апает Велюра. И это раскрывается хорошо при игре командой. Мы не раз это тестировали, и это действительно круто. Следующий снайпер Вагабонд. Наконец-то в этом патче разработчики поняли то, что у него слишком слабое оружие. И наконец-то решили его апнуть. Конечно, апнули все равно криво, вместо того, чтобы ему добавить пробитие, они ему добавили пробитие способностью. Но все равно это хоть какой-то ап. Что вы будете нерфить свою способность, чтобы нормально можно было настреливать урон с основного оружия. Потому что с основного оружия вы все-таки стреляете часто, чем использовать способности. На больших дистанциях это будет выгодней. На 2 уровне прокачиваем увеличение радиуса разлета осколков. На 9 уровне нерфим урон от осколков и прокачиваем плюс 5% бронепробития. Потому что у Вагабонда с этим проблема. И самое главное на 15 уровне. Если вы прожимаете способность, бронепробитие у вас увеличивается еще на 10%, но вы при этом нерфите опять урон от осколков, что у вас урон от осколков будет плохой, но зато вы с нормального оружия сможете нормально убивать. Без применения способности вы будете убивать всех, кроме жирных ботов. Если вы включите способность, вы еще и бота-пулеметчика сможете убить. Потому что урона как раз будет хватать, а без применения способности не будет хватать. И офицера, кстати, вы убьете с 2 пуль, а не с 3. Поэтому 15 улучшение, 2 нужно вкачивать тоже обязательно. Как и говорил до этого, лучше постоянно стрелять с увеличенным бронепробитием, чем несколько раз забыл прожать обилку и осколками урон наносить. Что на дальней дистанции вот это бронепробитие оно сыграет. Теперь переходим к моей любимой Хагане.
повелительница огня и тяжелого вооружения. И после последнего патча ей стоит перепрокачать 14 уровень. Если раньше прокачивали урон от огня, потому что урон от огня был меньше, чем сейчас, а сейчас, я вам напомню, урон от огня x2. Поэтому прокачиваем дополнительную гранату, чтобы больше было гранат, и таким образом у вас больше урона получится. И на картах, где нужен огонь, например, на торговом центре переделанном, испорченном, это тоже очень сильно поможет. Дальше снайпер Эйма. После того, как я выпустил на нее видео первое по прокачке еще давным-давно, когда только разработчики променяли прокачку в патче 0.18.0, практически сразу же после того, как я выпустил видео, ей добавили на 15 уровень новое улучшение, это 15 второе. Когда вы нажимаете способность, у Эйма урон увеличивается. И получается, что если вы будете стрелять без способности по офицеру-пулеметчику, вы его с 3 пуль убьете. Если вот это улучшение прокачаете и будете под способностью по нему стрелять, вы с 2 пуль его убьете. Поэтому это тоже очень важно прокачивать. Дальше снайпер Султан. Мы ему делаем перепрокачку из-за 2 причин. Первое, перепрокачиваем 12 уровень, потому что была введена статистика, и чтобы не портить себе статистику, мы перепрокачиваем на боевой дух. Хоть она тоже бесполезна, но зато вы не будете себе портить цифры. А также в этом патче разработчики добавили наконец-то такую возможность, то что если вы снимаете с себя метку, наконец-то боты на вас не будут реагировать. Это, конечно, работает не совсем так, как, например, на Сла или Цанлуне, что вас в 5 метрах только обнаруживает. Здесь вас будут обнаруживать в 10 метрах. Что если меньше, чем на 10 метров вы подпустите, боты вас обнаружат. И поэтому есть смысл перепрокачать ему генератор, и он теперь будет полезной, а не бесполезной фигней, как раньше. Вы снизите себе боекомплект на 1 генератор, у вас все равно их будет 4. Но вы увеличите длительность. И вы можете раскидать его на союзников и под себя, и получать меньше урона от ботов, потому что вы все-таки, когда стрелять будете, вас все равно боты будут обнаруживать под стрельбой. А если просто будете стоять, по вам не будут стрелять, что вы можете высунуться и нормально успеть прицелиться и дать урон, потому что по вам не будут стрелять, из-за того, что над вами метки нет. Вот это действительно неплохое улучшение в этом патче было, и теперь действительно вот это полезно. А не как было раньше, генератор был бесполезной фигней, что по сути снайпер без спецсредств был. Дальше штурмовик-лазутчик. По той же самой причине, что у Султана перепрокачиваем 10 уровень, делаем длительность способности дольше, чтобы у вас была возможность дальше находиться без метки и чтобы боты по вам меньше стреляли. А также на 2 уровне перепрокачиваем на увеличение урона плюс 50% по укрытиям. Потому что у лазутчика и так плохой гранатомет, а раньше он и укрытие разрушать даже не мог. А теперь с этим улучшением он может укрытие разрушать, что тоже важно. Поддержка Зубр. То же самое, как у некоторых других оперативников. После ввода статистики мы ему перепрокачиваем 14 уровень, чтобы нам лечение не фармить на поддержке. И теперь прокачиваем невосприимчивость к эффекту оглушения под способностью. Что тоже, кстати, полезно будет. Штурмовик Старкат. По той же самой причине, что у Зубра перепрокачиваем 11 уровень и прокачиваем увеличение количества топоров. А также на 14 уровне перепрокачиваем подключение обилки вручную. Потому что снижение замедления, оно не нужно особо. И последний у нас в списке это штурмовик Шоуэй. После моего последнего видео его много раз меняли, апали, нерфили, конечно же, куда же без этого. И самое главное, что у него изменилось в прокачке, это на 13 уровне ему добавили бронебойные патроны, чтобы можно было увеличить бронепробитие, потому что у Шоуэя самая главная проблема то, что он плохо наносит урон с основного оружия. Потому что, по сути, этот оперативник вообще должен играться от дрона, который занерфили в дерьмину. И от дрона теперь на нем играть нормально не получается. И поэтому единственное, что остается, это вот апать основное оружие, чтобы можно было хоть какой-то урон настреливать. А так, если Гейт Шоуэй, он не самый лучший сейчас штурмовик в нашей игре. Единственное, что вы на нем будете весь бой заниматься, так это переустанавливать ваш дрон, потому что все его будут взрывать. И это были все оперативники, которых нужно перепрокачивать. К сожалению, из-за того, что разработчики у нас постоянно занимаются подобной фигней, постоянно меняют прокачки, и чаще всего, конечно, нерфят оперативников. Из-за этого мне придется в будущем подобные видео еще снимать. Потому что мои старые гайды по прокачке будут устаревать из-за этого. А в этом видео, наверное, все. Всем спасибо, кто посмотрел. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до скорого и всем пока.